Всем привет! С вами Банана Мастер. И сегодня мы будем делать домашку по 23-му уроку. Начнем с первой задачи. Для этой задачи мне потребуется select с днями недели. И работать он будет так. Если я в селекте выберу понедельник или пятницу, то при клике я должен буду увидеть в дивчике ниже вот такой вариант. Или если я выберу субботу, ну или же воскресенье, то при клике этот вариант. Во всех других случаях workday. Решение начну с тела функции. И первое, что я сделаю, это напишу switch, в котором буду сравнивать наш v1, ну то есть те данные, которые мы выбрали в select, с такими вариантами. Начнем с первого кейса. Первый кейс у нас будет для выходных. Если это сад, открываем тело кейса и прописываем. Выведи в наш out с помощью inner.html вот такой вот вариант. Также в конце поставим break. Эту же конструкцию скопируем несколько раз. Ну, потому что у нас разные варианты будут. Добавим сразу вариант для Monday, вариант для Sun. Вот так вот я это лучше подниму выше. Также Friday. И вариант, если понедельник или пятница будут верными. Ну, то есть теми днями, которые мы выбрали в нашем селекте. Не забываем про default. И если совпадение не будет в этих кейсах, то мы выведем default. И default выглядит вот так. Окей, ну мы это написали, как и раньше. Но по теме прошлого урока нам нужно использовать логику брейков таким образом, чтобы switch писать более сокращенно. Хорошо. Как мы это сделаем? Видим, что у нас совпадают варианты ответа при субботе и воскресенье. И мы убираем следующее. В верхнем варианте break и вариант ответа на субботу. Теперь, если этот кейс или этот кейс дают true, у нас выполняется вот это тело. По факту выполняется до тех пор, пока не встретит break, то есть вот этот. Такое же действие и для понедельника. В случае default, break в конце можно убрать, потому что и так switch заканчивается, и значит логика остановится. Проверяем наше решение. Давайте, вот этот вариант отлично. Friday отлично. Тоже отлично. Задача сделана верно. Можем переходить ко второй задаче. В этой задаче мне также потребуется select, и он будет работать следующим образом. Если я в select выберу админ или модератор, вывожу панель. User, dashboard, гость, логин. Решение в теле функции, и первое, что мы делаем, это, как и всегда, сравниваем то значение, которое выбрал пользователь. Буду писать сразу кратко, поэтому я изначально пропишу первый кейс под админ. И также второй кейс под модератор. Ну, то есть вот этот вариант ответа. Если это админ или модератор, я выполняю такое действие, как вывести в наш out 2 панель. И в самом конце ставим break, что скажет о том, что эта команда закончена. Скопирую еще вот эту строчку 2 раза под вариант юзера.
с вариантом ответа дашборд. И гостя точно так же под логин. Визуально выглядит вот так. Проверяем, как это работает. Панель, панель, юзер, это дашборд, админ, обратно панель. Все написано верно. Вы также стараетесь сразу писать сокращенно. Переходим к третьей задаче. В этой задаче что-то типа такого же нужно сделать. Если я выбираю вот эти варианты выбора, то вывести image. Если вот эти варианты из нашего селекта, то видео. Также mp3 это аудио. Все то же самое. Switch, v3. Открываем switch и прописываем кейс. Можем сразу же сокращенно писать, то есть png, две точки. Прокопируем это два раза под вариант JPEG и дополнительный GIF. Если наш switch отработает при любом из этих кейсов, мы что сделаем? Выведем на экран вот такой вариант ответа. Сейчас, вот такой. И в самом конце ставим break, что означает конец этой команды. Также скопирую еще этот фрагмент под варианты ответа на mp4. Это сюда, вот так вот. И AVI. То есть AVI это тоже такой формат видео. Нам осталось написать еще один кейс под mp3 с вариантом аудио. Вот так. Проверяем, как оно работает. Это у нас третья задачка. Click Image, mp4 видео, mp3 аудио. Отлично. Задачу сделали верно. Можем переходить к задаче номер 4. В этой задаче при выборе Easy или Medium нужно вывести этот вариант ответа. Или если это Hard и Expert, то такой вариант. Вот они все в нашем селекте есть. Решение, как и всегда, начиная со свитча, где мы проверяем данные из селекта под такие варианты ответа. Первый вариант это у нас easy, то есть вот этот. И сразу давайте допишем второй кейс под другой вариант medium. Если они дают true, то я беру наш дивчик и в него вывожу вот такой вариант ответа. Также в конце ставим break, конец команды. Продублирую эти кейсы, потому что нам же нужно еще под Hard и Expert прописать логику. То есть это будет выглядеть вот так. С вариантом ответа вот таким. Проверяем, как это работает. Hard – отлично. Easy – отлично. Expert – отлично. Можем переходить к пятой задаче. В этой задаче я буду вводить сюда разные слова, например, админ. И при клике на кнопку мне нужно будет выводить какой-то из вариантов ответа. Например, если я ввел админ или модератор, вывести System Control. Boss, Team Control. В соответствии по этому примеру далее. Начинается все со свитча, где я возьму наш входной текст и буду проверять по таким-то кейсам. Начнем с первого кейса, это у нас админ. Также сразу продублируем его и модератор.
Если эти кейсы дают true, то я беру наш дивчик и в его текст вывожу такой вариант ответа, как System Control. Вот таким образом. Также в конце break не забываем. Далее пропишу еще сразу кейс под босса. Это вот так вот будет. И под client worker. Если client worker, мы выводим этот вариант ответа. Или если это босс, такой вариант ответа. Если никакой из вариантов, точнее никакой из кейсов не дал true, то я могу вывести error. Ну, типа что-то непонятное ввели, поэтому error. Дописываю. Проверяю. Админ. Начнем с админа. Админ. Отлично. Босс. Отлично. Что-то непонятное. Например, я не дописал слово босс. Error. Также будьте внимательны. Смотрите, я написал босс. Ну, видите, team control, потому что кейс дал true. Но если я напишу тут вот так, я в конце пробел добавил, вот я его даже выделяю, видите? И нажму на кнопку, и я уже увижу error. Это потому, что под капотом у нас происходит вот такое условие, где написано сначала boss, ну то есть это мой вариант. И он сравнивается с тем, что написано в select, в input, а в input написано то же самое, но в конце пробел. Из-за того, что стоит в конце пробел, по факту разные слова, и значит, что совпадения не будет. То есть в этом моменте будьте очень внимательны. Каждый символ важен, и если вы хоть что-то лишнее добавили, это уже не отработает. В данном примере. Окей. Переходим к 6-й задаче. В этой задаче у нас есть select с вариантами размеров одежды. И исходя из того, какой размер одежды выбран, нужно вывести соответствующий результат. Не знаю, как вы, но я их очень часто путаю между собой. Значит, да. Что мы делаем? Мы проверяем наше значение из select, где я прописываю первый вариант под XS. И если мы выбрали XS или SM, то это означает small, ну то есть какой-то маленький размер. Выводим мы его с помощью inrush.html. Копируем, чтобы быстрее было. И вставляем. В самом конце, как и всегда, break. Дублирую эту логику дважды. Потому что у нас еще есть такие варианты, как MD или large. При таких совпадениях выводим medium или XL. То есть копируем XL, вставляем в этот кейс. Сюда то же самое, только двойку в начале. Проверяем, как это работает. Medium, 2 XL, large, какой-то XS, small. Отлично, работает верно. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.